Когда мать потеряла свою дочь во время покупок в торговом центре, ее охватила паника, как будто весь воздух внезапно исчез из груди. Она металась по залу, зовя ее по имени, и сердце сжималось все сильнее. И вот, спустя мучительные минуты, она увидела девочку, стоящую на коленях у выхода, совершенно неподвижную. Но когда она подошла ближе и увидела, что именно она делает, женщина расплакалась, не в силах сдержать охватившие ее чувства. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Юлия уже много раз ходила со своей дочерью Верой в большой торговый центр, расположенный недалеко от их дома. Он находился буквально в 10 минутах ходьбы, и они часто заглядывали туда, за покупками, по делам или просто чтобы выбраться из дома. Центр был просторный, светлый, с множеством магазинов, кафе и зон для отдыха. Там было все — от одежды и бытовой техники до детских уголков и книжных отделов. Для Юлии это место стало удобным решением многих бытовых вопросов. Но для Веры, 8-летней девочки с живым воображением и жаждой приключений, поход в торговый центр был чем-то близким к наказанию. Каждый раз, как только они входили внутрь, девочка начинала томиться. Она шла медленно, волоча ноги, демонстративно вздыхая и жалуясь. «Мам, ну сколько можно ходить? Давай быстрее!» Она не могла понять, как взрослым может быть интересно смотреть на одежду, бытовую химию или выбирать кастрюли. В ее мире были другие ценности — игра, фантазия, движение, смех. Вера часто отставала, чтобы посмотреть на яркие витрины или подольше постоять у стойки с конфетами, а потом бежала догонять маму с шумом и озорством, которое свойственно только детям. Юлия не раз предупреждала дочь, чтобы та вела себя прилично. Ей не хотелось делать замечания при посторонних, но и игнорировать поведение Веры было невозможно. Девочка была своенравной, независимой и, несмотря на юный возраст, уже имела свой взгляд на все. И в тот день, как и в предыдущие, Юлия то и дело оборачивалась, чтобы убедиться, что дочь рядом. Вера отставала, но всегда была в пределах видимости. Всегда. До этого момента. Юлия обернулась и не увидела Веру. Поначалу ей показалось, что та просто задержалась у какого-то отдела, возможно, снова заинтересовалась игрушками или сладостями. Но стоило Юлии сделать несколько шагов назад и осмотреться, дочь будто растворилась. Женщина пошла обратно по маршруту, заглядывая в каждый поворот, в каждый магазин, всматриваясь в лица прохожих. Но Веры нигде не было. Она увеличила шаг, потом побежала. Сердце колотилось в груди, в голове роились самые страшные мысли. Они ведь только что проходили мимо магазина канцелярии, где были яркие тетради, пеналы, блокноты. Может быть, девочка увлеклась? Бросив корзину с покупками прямо в проходе, Юлия кинулась туда, зовя дочь. Но никакого следа, ни одна маленькая фигурка не напоминала Веру. Это было уже не просто беспокойство, настоящая парализующая паника. Она вспомнила, как однажды Вера потерялась в книжном магазине. Тогда все обошлось. Она просто пошла вперед, увлеченная поисками новой сказки. Там были сотрудники, была охрана, были другие дети. Но сейчас совсем другое. Здесь было гораздо меньше детей, а сам торговый центр, несмотря на яркость, был холодным, безжизненным и слишком большим. С каждым шагом Юлия чувствовала, как внутри поднимается все более нестерпимый ужас. Где она может быть? Кто-то мог ее увести. А вдруг она ушла за пределы здания? Мысли бились в голове, как птица о стекло. Подбежав к пункту охраны, она собиралась попросить объявить по громкой связи, рассказать про дочь, показать фото. Может быть, камеры наблюдения помогут.
Но в тот самый момент, когда она уже почти подошла к стойке информации, взгляд Юлии зацепился за нечто знакомое. У стены, рядом с выходом, где стояла длинная деревянная скамейка для отдыхающих, она увидела маленькую знакомую фигурку. Юлия резко остановилась. Сначала ее охватило облегчение, огромная волна тепла и благодарности, словно после долгого отсутствия вернулся самый родной человек. Но сразу за этим пришел гнев. Как она могла уйти без предупреждения? Что она себе позволяет? Юлия решительно направилась к дочери, готовясь выговорить ей все, что накопилось за эти мучительные минуты. Но, подходя ближе, она замедлила шаг. Что-то было необычно. Вера стояла на коленях. Она сложила руки перед собой, будто в церкви. Ее глаза были закрыты, губы шевелились, но голос был еле слышен. Юлия остановилась, сбитая с толку. Что делает ее ребенок? Она молится? Здесь, в торговом центре? Почему? Женщина подняла глаза. Над скамейкой была большая доска объявлений. Юлия видела ее и раньше, но никогда не придавала значения. Сейчас же она вчиталась в надписи и взглянула на фотографии. Это были объявления о пропавших детях. Несколько десятков лиц, разного возраста, внешности, имена, даты исчезновения. Под многими фото значилось: «Каждая минута имеет значение. Не проходите мимо. Эти дети должны вернуться домой». Юлия ошеломленно смотрела на плакаты, не в силах отвести взгляд. Как много семей сейчас живут в неизвестности. И ее дочь, ее маленькая, капризная, но добрая Вера, стояла здесь на коленях, молясь за них. Молилась, потому что больше ничем не могла помочь. Юлия почувствовала, как глаза наполняются слезами. Все ее страхи, злость, тревога — все исчезло. Осталась только гордость. Гордость за своего ребенка, за то, что в ней уже живет настоящая доброта. Она не удержалась и сделала снимок. Позже она выложила это фото в интернете. Не ради лайков, а чтобы поделиться тем, что ее действительно потрясло. И люди откликнулись. Сотни тысяч просмотров, десятки тысяч репостов, комментарии со всего мира, от людей верующих и неверующих, от родителей и просто неравнодушных. И среди всех этих откликов особенно запомнился один. Вы можете не верить в Бога, но вы не можете остаться равнодушным к ребенку, который думает не о себе, а о других. Если бы каждый сделал хоть что-то подобное, наш мир стал бы лучше. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.